Так, ну я прибыл. Сейчас я запарковался. Вот. Договорился с местными. Храм вон там. Вон на том холме. Договорился с местными, чтобы они присмотрели за моим мотиком. Сказали, загони его под навес, чтобы его никто не утащил. В прошлый раз я когда сюда шел, точнее когда приезжал в прошлый раз сюда, я покупал билет еще. Какая-то женщина приехала на мотике, сразу продала мне билет. Такой прям, ну, настоящий. И в этот раз что-то пока никто не приехал. Не помню, сколько он стоил, что-то в районе около $2. Так, ну, идем, короче. Сельская местность. Сельская местность. Даже вот на дороге к храму. Рис. Рис, рис. Вот он, рис. Рисишка. Короче, нужно тут, наверное, как-то шелушить, я так полагаю. Так. Да, его еще нужно оббивать. Так вот, даже на дороге к храму. Вот здесь, короче, вот такой получается информация. Information. Ларек они поставили. Но сюда никто не ездит, ребята. Никто не ездит к этому храму. Хотя храм очень интересный, тем более он очень сильно древний. Если он в 6 веке, получается, был построен, то это достаточно один из древнейших храмов здесь. Сейчас я, когда уже туда поднимусь, я потом наложу аудиодорожку и из источника какого-нибудь хорошего вам просто прочитаю полностью об этом храме всю информацию. Сейчас пока поднимаемся, вот. Значит, этот холм получается полностью в джунглях. Бабочки такие красивые летают здесь. Не знаю, было видно или нет. Ну, такие прям, ну, конкретные джунгли. Нужно подниматься. Такие деревья красивые. Также вот тут просто есть какой-то типа пещеры. Я не знаю, когда она, видать, была выдолблена. Может быть, во время строительства. И вот в этой пещере благовония стоят. И, возможно, тут люди даже невозможно, а молятся, скорее всего. Такая пещера. На подъеме. Сейчас будем дальше подниматься. Смотрите, какие деревья. Красивые. Корни, точнее. Опять же, поднимаясь, нужно обязательно под ноги смотреть, потому что Камбоджа страна, которой изобилуют всякие разные пресмыкающиеся, в частности змеи, могут быть, поэтому нужно быть максимально внимательным. Кактусы. И кактусы такие прям большие, метров 5. Вот тут кактус на подъеме. Лестница не сильно крутая. Подниматься можно. Сегодня, кстати, погода не жаркая. 28, 27, еще ветер. Вон уже храм видно. Но он, конечно, красивый.
ценители истории, думаю, оценят его. Так, друзья, храм Пномда. Много источников я посмотрел, как бы информации много. В каких-то источниках говорится, что это 11 век, но в большинстве говорится, что это 6 век. И вот даже здесь, когда вокруг храма гуляешь, там есть табличка. И в этой табличке написано, что храм, получается, 6 века. Значит, храм Пномда возле провинции Такео является одним из самых древних исторических религиозных мест. Главный храм построен приблизительно в середине 6 века королем Рут-Трак-Варманом. Несмотря на свой возраст, храм прекрасно сохранился, а территорию вокруг него и каменный подъем поддерживают в хорошем состоянии по сей день. Да, действительно это так. В общем-то, территория, как вы видите, тут есть и лавочки, облагорожена. Ну, сам храм, конечно, производит очень интересное впечатление. Он достаточно хорошо сохранился. Но, конечно же, требует реставрации. Это прям видно. Французские историки во время своих путешествий сделали заключение, что основание храма сделано из песчаника, а стены и внутреннее оформление из красного латеритового камня, который привозили сюда специально для постройки храма. Главный вход в храм обращен на север. Высота входной двери почти 4 метра. Храм квадратный, каждая сторона 12 метров в ширину и 18 метров в высоту. Во время войны Пномда пострадал, и часть башни с пиком разрушена и не были восстановлены. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Как вы видите, здесь на входной двери сделаны такие опоры реставрационные, чтобы тут совсем ничего не развалилось. Безусловно, вот где анкор и там храмы, там, конечно же, с реконструкцией дела обстоят намного лучше. Внутри храма практически ничего не сохранилось. Вот стоит только один здесь стол, или как это, алтарь, и какие-то подставки. Когда я уже уезжал, я там встретился с одним кхмаем, скажем так. И он мне, кстати, очень много рассказал про этот храм, сказал, что отсюда именно начиналась Кхмерская империя. Поэтому как бы объект сам по себе интересен. Если вдруг вам это все-таки будет интересно, то я вам все-таки рекомендую какие-то материалы посмотреть в интернете про этот храм. Геолокация будет оставлена, и название в описании тоже будет оставлено. Так, друзья, ну, я надеюсь, что мой аудиогид вам понравился. Что я вам тут рассказал, взяв, конечно, всю эту информацию из источников. Никого нет. Вообще никого. Я как этот. Не как, конечно, расхититель гробниц, но странное такое ощущение, что пришел, никого, вообще никого нет. Ну, хотя сегодня пятница. А, вот есть монахи. Даже интересно. Пойду с ними поговорю. Они там разговаривают с козами. А, вон там козы.
Tuesday? Очень интересная встреча у меня произошла здесь. Три монаха были. Вот. Значит, один из них американец, вот, который по центру сейчас. Получается, американец здесь уже находится что-то больше года, он сказал. Вот, но через месяц уже поедет в Америку. Родители у него, получается, камбоджийцы. А он, получается, там родился в Америке. И вот приехал сюда, там, ну, для того, чтобы как-то просветиться. И таким образом, как бы, какое-то, наверное, просветление найти. Вот. Вот так немножко пообщались, поразговаривали там за жизнь, спросили я откуда, что да как, чего тут делаю. Ну, очень такое было интересное, очень такое теплое общение. Прям вдохновляющее. Вот. Ну, с монахами всегда общаться приятно. До свидания. До свидания. До свидания. Слушайте, ну неожиданно было с монахами здесь пообщаться. Еще по-русски даже говорят, вот чувак один, он из Америки. Ну, чувак, как чувак-монах. На самом деле здесь монахом может стать каждый. Ты просто приходишь в монастырь, в пагоду, где они находятся, и получается, говоришь, что вот я там хочу быть там дней 10 или там месяц. Если, допустим, у тебя какой-нибудь там, ну, скажем так, депрессия, если вдруг какая-нибудь возникла, и все очень хорошо лечит. Но я как бы не пробовал на самом деле, потому что, слава богу, как бы пока, если какие-то сложности бывают в жизни, справляюсь как бы самостоятельно с ними. А так, многие люди говорят, что это очень хорошо помогает. Так вот, вот храм у нас вот, там монахи там тоже ходят, а здесь такой потрясающий вид. Смотрите, какой потрясающий вид на рисовые поля. Вот я был здесь, получается, наверное, в январе. Сейчас декабрь. И вот в январе они все вот такие зеленые, как вон там. Тут вообще нереально красиво. А сейчас, видите, просто сезон дождей только-только заканчивается. Только-только он закончился, можно сказать. И вот видите, там все вот это вот в такое как коричневатое, это все вода, перемешанная там с землей, короче. Вот там, конечно, дальше какие-то озера идут, но вот тут рисовые поля. И здесь будет очень сильно красиво. Где-то, наверное, через месяц, через где-то вот месяц, полтора будет вообще классно. Очень. Погода супер. Погода просто вообще класс. Ну, здесь вот такое вот, там есть лавочки такие стоят. Да, немножко, конечно, тут мусора, конечно, набросано. Вот это вот есть. Так, а кто это такой? Кто это ходит? Это кто ходит? Это кто такие? Козы. Козы, я думал, тут кто-то уже лазит. Козы. Козы здесь есть. Что, ребят, поражает то, что это в 6 веке, если это было построено, то сколько это времени уже отстояло. Сколько он отстоял, этот храм. Конечно, он требует однозначно реставрации, но на это требуются очень большие, наверное, средства. А вот тут еще какая-то лестница есть. Наверное, там, может быть, другой вход есть. Вот про храм вот тут написана информация. Сад Пхнонда. Вот здесь написано про этот памятник архитектуры местной. Чувствуется здесь, скажу так, чувствуется здесь какая-то определенная энергетика. Она чувствуется.
Еще раз вам тут его покажу. Тут какие-то плиты. Деревья, конечно, вы сверху надо бы снять. Но этим надо заниматься. Это, конечно, не Анкор-Ват. Там занимаются конкретно. А таких храмов, как этот, здесь много. Ну что, друзья, я надеюсь, этот короткий рассказ об этом храме и вообще поездка сюда вам были интересны. Поэтому обязательно ставьте комментарии, какие у вас есть мысли вообще об этом. Может быть, какие-то у вас будут пожелания. Напишите. И ждите следующий выпуск. Следующий выпуск будет скоро. Возможно, он будет, пока еще не знаю, на какую тему. Может быть, будет исторический. Может быть, будет про местный колорит. Но я оставлю интригу. Он будет в любом случае интересный, как и все предыдущие. Поэтому промотивируйте меня лайком. Всем удачи. Пока. Здесь, конечно, кругом вот отсюда, может быть, конечно, с этой камеры будет не очень хорошо видно. Но там прямо тоже идут рисовые поля, туда в горизонт уходят, улетают. Очень красиво. Но когда все будет зеленое, будет красивее еще вообще в разы. Какие-то акация такая, смотрите, вот эта вот акация. У меня такие здоровые вот эти вот сережки. У нас же такая, знаете, там акация в холодном климате. У нее же маленькие такие вот, да, вот. А вот тут, смотрите, какие здоровые. Просто огромные плоды вот эти. Просто вот, смотрите, вообще огромнейшие. О. Обалдеть. Смотрите. Как это. Бегают ящерицы здесь. Монахи тоже. Tuesday? Okay. Tuesday. Все, как всегда, улыбаются. Это круто, когда тебе улыбаются. Позитив. Позитив, ребята, позитивчик. Друзья, ну эта историческая часть выпуска закончилась. А неисторическая продолжается. Вот, смотрите. Это буйволы.